Рассказы у камина. Удивительная находка в горах Урала. Уральские горы поражают своей красотой и величием. Они не только хранят свое великолепие и природные сокровища, но иногда открывают свои кладовые людям. Эта история произошла во время нашего похода по Уральским горам. Мне близки эти места. Моя мама родилась и долго прожила в тех далеких от большой цивилизации территориях. Жизнь там была необычная и суровая. Видимо, поэтому имя у моей мамы Надежда. В поход мы ходили на 10 дней и особо не уставали. Двигаясь по маршруту, мы ловили рыбу, смотрели на живность и с удовольствием наслаждались природой. Вечером мы сидели у подножия скалы у горящего костра. Река Чусовая стремительно несла свои воды в вечернем зареве заходящего солнца. После ужина ребята начали рассказывать друг другу разные истории про былые походы. На костер можно смотреть бесконечно долго. Пламя огня завораживает и гипнотизирует. Наступает спокойствие и одухотворенность. А бывает, что огонь раскрывает тайны, начал я рассказ. На Урале есть много сказок и легенд, связанных с огнем и кладами. По древней легенде об огневушке-поскакушке писатель Бажов написал один из своих рассказов. Но дело не в этой огненной девочке. Огонь от костра бывает показывает неприметным знаком, где есть сокровища. Только не клад, спрятанный людьми, а сокровища недр, земли, гор и рек. Да, бывает, отозвался Михаил. Он был организатором нашего похода, но только показывает редко, да и то не каждому. Ближе к обеду крайнего дня нашего похода мы поставили лагерь у реки и начали заканчивать все текущие дела. Нам с утра следующего дня предстояло начать сплав вниз по реке на базу. Когда стало темнеть и подготовка к сплаву была закончена, мы расположились у костра и начали ужинать. «Посмотрите на костер», — сказал Михаил. Мы все дружно стали вглядываться в языки пламени. И вот мы увидели, как несколько языков пламени обрели синий оттенок. Направления синих всполохов огня были на реку. Это продолжалось минуты 3. Затем костер приобрел обычный вид и цвет. Формы языков пламени стали прежней. «Огонь как бы показывает языками пламени на берег реки», — сказал Виталий, третий участник нашей группы. Мы взяли фонарик и подошли к берегу. До него было метров 10. Внимательно наблюдая, мы все дружно походили по берегу. Ничего не видно в темноте. Вернулись к костру, и наступила ночь. На утро мы начали готовиться к сплаву. Михаил прошел на вчерашнее указанное костром место и затих. Через некоторое время слышим: «Идите сюда!» Михаил держал в руке золотой самородок, величиной с ноготь мизинца. Мы посмотрели еще все вокруг. Больше ничего не удалось найти. Подарок был в единственном экземпляре. Времени не оставалось. Пора было начинать сплав. «Ну вот, и оставил нам Урал талисман на прощание», — подумалось мне. Верить были нам сказкам или нет, решать вам. А бывает, что события удивительно подтверждают легенды и сказы.